Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня мы отмечаем День образования государственной санитарно-эпидемиологической службы. Поздравляю всех работников Роспотребнадзора с этой праздничной датой. Мы отмечаем это 15 сентября, потому что в 22 году прошлого века формально была создана эта служба, но мы знаем, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. На самом деле история гораздо более давняя, еще со времен Ивана Гроздова. Аптекарский приказ, по-моему, был создан соответствующим решением тогда. Вот с тех пор. Но в любом случае хочу вас поблагодарить и всех ваших коллег во всех регионах нашей большой страны за ответственное отношение к своему делу, за эффективное решение задач по защите прав потребителей и сбережению здоровья граждан. Благодаря вам, многим поколениям ваших предшественников, талантливым врачам и ученым в России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире. И, что принципиально важно, она продолжает динамично развиваться. Ее главные принципы – профилактика и предупреждение рисков лежат в основе вашей работы. Ежедневно вы оцениваете качество окружающей среды, воды, воздуха, продуктов питания. Эта работа так не видна на поверхности, но она является чрезвычайно важной. Вы своевременно выявляете и противостоите опасным инфекциям. И, конечно, ведете востребованные научные исследования. Внедряете в практику современные методы мониторинга и прогноза развития эпидемий. И тем самым защищаете жизни людей. Так было и во время эпидемии коронавируса, когда четкие слаженные действия сотрудников Роспотребнадзора стали важной частью общих усилий в борьбе с этой опасной болезнью. Опыт, полученный в тот напряженный период, во многом лег в основу федерального проекта по созданию так называемого санитарного щита нашей страны. Его основная задача – уберечь граждан от новых биологических угроз. О том, что уже сделано в этой сфере, прошу более подробно рассказать руководителя Роспотребнадзора Анну Юрьевну Попову. Пожалуйста, Анна Юрьевна. Спасибо, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, коллеги. Владимир Владимирович, в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что мы сегодня, именно в наш праздник, в наш день, имеем возможность доложить вам о наших результатах. А результаты есть, потому что благодаря вашему вниманию и поддержке опережающими темпами идет развитие нашей лабораторной инфраструктуры, наших научных учреждений. И в системе Роспотребнадзора, сложившейся уже, как вы отметили, много лет назад, 3 уровня реагирования и лабораторной поддержки. Самый первый – это муниципальный уровень или межмуниципальные наши лаборатории, их сегодня больше 560. Далее это субъектовый уровень, это большие лаборатории, мощные, оснащенные. И 3-й уровень – это наши научно-исследовательские организации, которые обеспечивают научные исследования и научную поддержку нашим практическим учреждениям и нашим практическим решениям. Для нас это очень важно. И санитарный щит мы преодолели, скажем так, реализовали до половины. У нас впереди еще 4 года, и вот о первых итогах, подведенных за 4 года, я хотела бы сказать. Из этого большого количества лабораторий получается большое количество информации, и вся эта информация сегодня у нас в цифре. Мы сегодня работаем очень оперативно, каждую цифру, каждые данные из приборов в любой лаборатории мы видим в течение нескольких часов. И мы усилили свой лабораторный потенциал мобильными лабораториями. Мобильные лаборатории сегодня работают в 37 субъектах Российской Федерации и оказывают неоценимую помощь в чрезвычайных ситуациях или в отдаленных уголках нашей страны. И также работают в 4 наших новых субъектах, исторических регионах и новых субъектах. Коллеги обученные тоже умеют работать, но с 2022 года, с лета, наши мобильные лаборатории обеспечивают эпидемиологическую безопасность здесь и работают и в Мариуполе, и в Мелитополе, и работают до сегодняшнего дня, не допуская никаких осложнений, что, собственно, и на сегодняшний день абсолютно очевидно.
Мы усилили мониторинг и усилили контроль санитарно-карантинный на границе. Мы его полностью переформатировали и также усилили мобильными пунктами санитарно-карантинного контроля там, где это необходимо. Еще одна задача, которую вы поставили перед нами при формировании санитарного счета, это быстрая диагностика. Чем быстрее мы распознаем болезнь, тем быстрее мы сформируем управленческие решения. И на сегодняшний день мы также пересмотрели свои подходы к формированию различных тестов, к созданию. И на сегодняшний день уже 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за 1 час. И это позволяет нам реагировать быстрее. Все это сводится в 154 центра для проведения этих исследований с нашими тестами и 54 центра секвенирования. Я хочу обратить внимание, что в 2020 году, когда мы все это начинали только делать, таких центров были единицы. Сегодня их 54, и 24 из них, уважаемый Владимир Владимирович, в субъектах Российской Федерации. То есть вот этот метод, который раньше был высоконаучным, высокотехнологичным, он и остался, мы сделали рутинным и доступным для наших практических учреждений в столицах субъектов Российской Федерации. Особое внимание мы, конечно, уделяем лабораторному обеспечению на новом технологическом уровне за контролем объектов окружающей среды. Вы сказали о воздухе, о воде, о продуктах питания. Мы тоже дооснащаем свои лаборатории. Здесь работа идет достаточно быстрыми темпами. И для того, чтобы не пропустить опасность, которая может исходить, или риски опасности от питьевой воды, мы ввели новый вид исследований – это оценка токсичности, интегральная токсичности, когда буквально за несколько часов, а можно в случае необходимости сделать и в течение часа, мы можем понимать, опасна эта вода или нет, еще не расшифровывая, за счет каких химических соединений она опасна. Мы этот метод внедрили в 26 субъектах. На сегодняшний день это уже более 11 тысяч проб. Мы продолжаем и развиваем этот новый метод. Мы реализовали все положения санитарного счета в срок. У нас выполнены все показатели полностью. И все задачи, которые были поставлены в течение периода с 2020 по 2025 год, также выполняются абсолютно четко и в срок. До 2030 года мы несколько пересмотрели свои подходы, потому что очень быстро развиваются технологии и быстро меняется мир. И мы видим новые риски, которые связаны с распространением инфекций в те регионы, где их не было, с возникновением новых инфекций, с реакцией недружественных нам стран и с развитием синтетической биологии. Мы пересмотрели несколько планов по созданию новых объектов, большие наши инвестиционные проекты мы заново откорректировали в 2022 году. И на сегодняшний день мы готовы представить практически первые из тех, которые уже сегодня завершены. Мы пересмотрели мощности, в зависимости от географии. Мы заменили все импортные комплектующие, все импортные составляющие. И во всех наших объектах, которые сегодня строятся, используются только отечественные, как строительные материалы, так и отделочные материалы, а у нас к ним особые требования, потому что там требования биологической безопасности. И все оборудование отечественное на 73 пока процента. Все, что у нас было, мы переносим сюда, но это уже очень высокий показатель, и наша промышленность развивается и исполняет то, что мы просим. Мы очень в тесном контакте работаем. И также хотела бы отметить, что это очень сложные инженерные сооружения, очень сложные системы обеспечения. И вот все системы обеспечения климата, очистки воздуха, очистки стоков – это тоже исключительно отечественные разработки. Так же, как и цифра, как программное обеспечение, которое мы используем. И, конечно, это невозможно было бы сделать без постоянной поддержки правительства Российской Федерации, непосредственно участия Татьяны Алексеевны Голиковой во всех наших проектах, строй комплекса, который идет нам навстречу с учетом всех меняющихся требований. И, конечно, хочу особо отметить, что все наши проекты с самого начала, с первых дней сопровождает Федеральная служба безопасности, и это дает определенную гарантию
того, что это получится. И это получается, Владимир Владимирович. Как результат, мы вводим объекты в срок. Все объекты введены в срок, и часть объектов вводится раньше срока. 4 из наших введенных в этом году объекта выполнены на 4-6 месяцев раньше срока с тем же качеством, которое мы и запрашивали в самом начале. И сегодня мы открываем новые объекты всех 3 уровней. Муниципальные объекты – это Волноваха и Мариуполь Донецкой Народной Республики. Объекты, новые большие лабораторные комплексы в 2 субъектах, в столицах субъекта, в Оренбурге и в Воронеже. И научные учреждения – это корпус в нашем Волгоградском научном противочумном институте и противочумная станция, ну теперь это уже практический институт, в Симферополе. Для нас все эти точки очень знаковые, они имеют большое значение в обеспечении защиты Российской Федерации от различных угроз, в первую очередь биологические. Мы здесь, в Мариуполе сегодня, это наш первый редут, это наша передовая, потому что от того, как сработают коллеги в на этом уровне, мы сможем быстро или, ну, я уверена, что быстро и качественно ответить на любой вызов, на любую угрозу. Ну и, конечно же, Владимир Владимирович, пользуясь случаем, я бы очень хотела поздравить сегодня всех своих коллег, которые работают в Роспотребнадзоре, которые работают в ведомствах других, а у нас есть коллеги в силовых структурах, которые там обеспечивают санитарное и эпидемиологическое благополучие, с нашим праздником и поблагодарить их за самоотверженный труд. И еще раз сказать, Владимир Владимирович, мы не подведем. Мы сделаем все, чтобы страна жила безопасно в нашей части. Спасибо большое. Да, не сомневаюсь, Анна Юрьевна, как вы уже сказали, сегодня открываются объекты на территориях, субъектах Российской Федерации, ваше подразделение, вашей службы. Пожалуйста, представьте их. Давайте посмотрим, что происходит на территориях. Прошу вас. Хорошо, тогда, если позволите, мы начнем с того места, где находимся. У нас 2 объекта, это Мариуполь и Волноваха. Мы находимся в Мариуполе, и Мариуполь сегодня представляет главный государственный санитарный врач территории муниципалитета Александр Иванович Харушенко. Он начальник территориального отдела Роспотребнадзора по городу Мариуполю, Новоазовскому, Володарскому и Мангушскому районам. Такая большая территория, но он справляется. Пожалуйста, позволите, да? Да, конечно, пожалуйста, Александр Иванович. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, в этот праздничный день позвольте от лица всего коллектива Роспотребнадзора по городу Мариуполю поделиться с вами нашей радостью, нашим счастьем. Окончен капитальный ремонт нашего здания, которое было повреждено в ходе боевых действий по освобождению города Мариуполя. 70 сотрудников получили, не побоюсь этого слова, новый дом. Ну, кроме классного ремонта, мы также получили отечественное, новое, передовое лабораторное оборудование, которое позволяет нам проводить больше объем исследований в более краткие сроки. И наши специалисты уже обучены на этом оборудовании работать и в полной мере его освоили. Данный факт позволяет нам своевременно устанавливать источники как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний и принимать соответствующие меры по недопущению их распространения среди нашего населения и сохранять здоровье наших граждан. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за возможность трудиться в хороших условиях на передовом оборудовании и являться частью крепкой сплоченной системы Роспотребнадзора Российской Федерации. Отлично. Поздравляю. Поздравляю, Александр Иванович. Пожалуйста, Анна Юрьевна, дальше. Владимир Владимирович, если позволите, Волноваху сегодня представляет главный врач филиала, человек, который отвечает за лабораторное обеспечение, Ирина Александровна Лопатина. Ирина Александровна, тоже 4 муниципалитета под ее опекой находятся в Донецкой Народной Республике. Ирина Александровна, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, благодаря открытию административно-лабораторного здания в городе Волновахе мы смогли сохранить и трудоустроить весь коллектив, который ранее работал на этой территории. В настоящее время в нашем учреждении созданы все условия, в том числе по соблюдению требований
биологической безопасности, пожарной охраны, охраны труда. Все сотрудники выполняют свои должностные обязанности и получают достойную заработную плату. С целью повышения квалификации мы постоянно проходим обучение в учебных центрах Роспотребнадзора. Оснащение высокотехнологическим и современным оборудованием отечественного производства лабораторий санитарно-гигиенических исследований, бактериологической лаборатории позволит увеличить количество исследований, испытаний, измерений, в том числе измерений физических факторов ионизирующих излучений в 2,5 раза. У специалистов появится уникальная возможность на базе нашего учреждения проводить широкий спектр лабораторных исследований, измерений, испытаний. На протяжении нескольких лет Роспотребнадзор оказывал нам всяческую помощь и содействие. Благодаря Роспотребнадзору у нас появился новый транспорт, оборудование, реактивы. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите от лица всего коллектива поблагодарить вас за то, что вы для нас делаете. Мы делали многое и сейчас делаем еще больше. Спасибо большое. Да, не сомневаюсь. Удачи. Пожалуйста, Анна Юрьевна. Владимир Владимирович, и вместе с нами сегодня глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин. Пожалуйста, Денис. Уважаемый Владимир Владимирович, мы видим, что Донецкая Народная Республика продолжает восстанавливаться, и вот очередь дошла и до лабораторий, оснащенных лабораторий, восстановленных и, скажем так, оборудованных по последнему слову техники, по высоким российским стандартам. И, конечно же, здесь слова благодарности, Владимир Владимирович, вам за такое пристальное внимание по всем направлениям. Это позволяет нашим жителям чувствовать себя все большей частью большой семьи, большой страны. И мы сейчас видим, что данные лаборатории, конечно же, уместны и позволяют сейчас на уровне наших муниципалитетов более качественно, более быстро реагировать на все возможные угрозы и повышать безопасность в этой части для нашего населения. Мы теперь видим, что благодаря этим лабораториям и в Мариуполе, в Волновахе теперь не нужно тратить время на то, чтобы доставить необходимые материалы в Донецк или другой регион. Все можно делать по месту, причем и качественно, и быстро, на чем особо хотелось бы подчеркнуть и уделить этому внимание. Поэтому, Владимир Владимирович, будем продолжать развиваться, а всех сотрудников Роспотребнадзора разрешите поздравить тоже с своей стороны и поблагодарить за то, что делается для нашего региона, ну и, соответственно, для наших жителей. Анна Юрьевна, вас с праздником и в вашем лице всех сотрудников. Спасибо большое. Владимир Владимирович. Денис Владимирович, понятно, что это территориальные подразделения федеральной службы, федерального агентства, но просил бы вас, конечно, уделять должное внимание таким структурам, хоть они являются федеральными, но работают в интересах граждан, проживающих на конкретной территории, в данном случае Донецкой Народной Республики. Я знаю, что это всегда находится в поле зрения руководителей региона, в том числе и в вашем поле зрения. Но просто обращаю внимание на то, насколько это важно, особенно в тех непростых условиях, в которых еще живут, работают люди в Донецкой Народной Республике, там, в Луганской, в Херсонской, в Запорожской областях. Мы понимаем, что чем это связано. Владимир Владимирович, следующая точка на карте – это Оренбург. В прошлом году, вы знаете, коллеги много сделали для того, чтобы не было осложнений после высокой воды. И сегодня в Оренбурге руководитель управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, главный государственный санитарный врач Марина Сергеевна Миронова. Если бы вы позволили, она готова сказать несколько слов. Да. Пожалуйста, Марина Сергеевна. Добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемая Татьяна Алексеевна, Анна Юрьевна, уважаемые коллеги. Сегодня профессиональный праздник, День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, нам представилась уникальная возможность с вашим участием открыть новый лабораторный корпус Роспотребнадзора по Оренбургской области. Новое здание вводится взамен
3 лабораторий, которые располагались в помещениях прошлого и позапрошлого веков постройки. В новом корпусе 9 современных лабораторий санитарно-химического, микробиологического, токсикологического, радиологического профиля, центр секвенирования, которые укомплектованы сегодня высокотехнологичным оборудованием преимущественно российского производства. Сегодня, Владимир Владимирович, появилась у нас возможность интегрировать работу мобильного пункта санитарно-карантинного контроля со стационарной лабораторией. Особенно это важно в условиях чрезвычайных ситуаций. И паводок прошлого года показал невероятную актуальность и потребность работы в новых условиях. Сегодня мы можем сократить время на получение результатов до 2 часов, а количество ПЦР-исследований практически увеличить в 4 раза. Что особенно важно для своевременного принятия решений для защиты населения от инфекционных заболеваний. С учетом значительной протяженности государственной границы в Оренбургской области, активного развития особой экономической зоны, появилась возможность на новом уровне обеспечивать продовольственную безопасность в регионе, обследовать объекты окружающей среды, определять широкий спектр опасных для здоровья химических соединений, токсинов, незаявленных веществ, так как спектр санитарно-химических исследований сегодня увеличивается практически на 20%. Важно, Владимир Владимирович, что сегодня мы можем в новых условиях обеспечить непрерывное образование и практическую подготовку студентов медико-профилактического факультета Оренбургского государственного медицинского университета, выпускниками которого с Дмитрием Сергеевичем являемся мы. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, разрешите, пользуясь возможностью, сказать вам огромные слова благодарности от наших коллективов за внимание, за то, что сегодня мы можем работать в новых условиях для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия наших граждан. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович. Вам спасибо большое за вашу работу. Мы видим, какие процессы происходят на планете, климат меняется, ну, об этом все говорят, но для нас это имеет практическое значение. Вот паводки, о которых вы упомянули, которые происходят в различных регионах страны, вот все, что с этим связано, вы знаете лучше, чем кто-либо другой, это размывы могильников там и так далее. Вот это чрезвычайно важные вещи, очень опасные. И, конечно, от вас, от ваших сотрудников, от всех сотрудников Роспотребнадзора, конечно, очень многое зависит. И я рассчитываю, что и новые возможности, они, конечно, дадут дополнительные инструменты для решения всех стоящих перед вами задач. Анна Юрьевна, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, здесь же Дмитрий Сергеевич Константинов, главный врач Центра генной эпидемиологии, он принимает сейчас это здание, и он будет обеспечивать там работу. Если позволите, несколько слов, потому что он стоит на фоне очень интересных приборов. Они абсолютно отечественные, может быть, если вы позволите, он пару слов скажет о том, что это. Прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, мы действительно находимся в лаборатории хроматографических методов исследования. У нас здесь расположены отечественные приборы, отечественные хроматографические комплексы, на которых мы проводим наши лабораторные исследования. Один из приборов нам позволяет очень в короткие сроки проводить определение фальсификации молочной продукции растительными жирами. Один комплекс позволяет нам проводить исследования на пестициды в продуктах питания. И еще один комплекс, он находится за моей спиной, он позволяет нам проводить исследования воды в распределительной сети на летучие галоген-содержащие соединения, чем мы как раз таки и занимались в период паводка прошлого года. Ну и продолжаем, конечно же, это делать и сегодня. Доля отечественного оборудования у нас составляет 79%. Отдельная гордость для нас – это возможность работы в центре секвенирования, о чем уже говорилось. Это новые возможности, которые сокращают нам сроки получения результатов. То, что было еще доступно несколько лет назад для научно-исследовательских институтов службы, сейчас это доступно и для нас на региональном уровне, сокращает сроки проведения исследований. Ну и, конечно же, строительство такого лабораторного комплекса положительно складывается на том, что молодежь, выпускники Оренбургского государственного медицинского университета, а именно медико-профилактического факультета,
стремятся к нам, и за последние 2 года мы видим их активно к нам приходят и трудоустраиваются. Мы надеемся, что в будущем молодежи у нас станет больше. А так, средний возраст персонала у нас достаточно молодой, 39 лет. И, конечно же, пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хотелось бы поблагодарить вас за такие прекрасные условия. Вот ролик продемонстрировал, где мы теперь находимся. Спасибо вам большое за внимание, за то, что мы можем уверенно смотреть в будущее и заниматься любимым делом. Спасибо большое. Спасибо. Владимир Владимирович, и глава Оренбургской области Евгений Александрович Солнцев тоже вместе с нами сегодня. Прошу. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, всех ваших сотрудников с профессиональным праздником. Для Оренбургской области действительно новое здание, новая лаборатория имеет огромное значение. Здесь можно проводить более 2500 исследований. И то, что, о чем говорили сегодня, на ранних стадиях выявлять это, оперативно выявлять, предотвращать, принимать меры и, самое главное, оказывать лечение или решать ту или иную проблему, если она выявляется. Но это тоже очень важно для бизнеса, потому что раньше мы брали пробы и возили в соседний регион. Сегодня это все можно делать здесь, на базе нашей лаборатории. Это время, это деньги, это развитие нашего региона. Поэтому, Владимир Ильич, вам огромное спасибо за то, что уделяете внимание развитию нашего региона. Вот. Поэтому еще раз хочу всех поблагодарить и поздравить с праздником. Спасибо. Спасибо. Выборы как прошли у вас? Владимир Ильич, все прошло нормально, 49% явка. Вот. Ну, пока по предварительным данным 84% проголосовало за Солнцева Евгения Александровича. Поздравляю вас. Удачи. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Будем оправдывать доверие и развивать регион, доверенный вами. Спасибо. Есть. Спасибо большое. Анна Юрьевна, пожалуйста. Владимир Владимирович, и еще одна точка роста – это Воронеж, крайне важный регион. И сегодня в лабораторию представляет Игорь Иванович Михантьев, главный государственный санитарный врач региона, руководитель управления, и главный врач Центра генной эпидемиологии Юрий Иванович Степкин. И вместе с ними Александр Иванович Гусев, глава Воронежской области. Если вы позволите, Игорь Иванович представит то, что у нас получилось в этом регионе. Прошу вас. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, реализуя ваше поручение, на южной границе Центрального федерального округа построена лаборатория высокого уровня биологической безопасности. Территория нашего региона имеет природные особенности, которые могут способствовать распространению опасных инфекционных заболеваний, в том числе от животных к человеку. Действующая лаборатория располагается в здании, построенном около 50 лет назад, и не соответствует современным технологическим требованиям. В целях углубленного изучения возбудителя пробы направлялись в Институт Роспотребнадзора, преимущественно в Москву. Открытие нового лабораторного комплекса позволит внедрить современные технологии, недоступные ранее для региона, в том числе для проведения секвенирования. Это дает возможность проводить оценку генетической изменчивости возбудителя, осуществляя геномный и эпидемиологический надзор с обеспечением межрегиональной функции. Оснащение лабораторного комплекса на 73% современным отечественным оборудованием позволит реализовать выполнение высокоточных исследований, в том числе при работе с инфицированными животными. Теперь у нас появилась возможность на другом уровне следить за распространением болезней. Это похоже на то, как если бы мы могли читать паспорт микробов и вирусов, вызывающих заболевания. При этом увеличится объем проводимых исследований более чем в 4 раза и сократит скорость их выполнения с 12 до 3 часов. Здание лабораторного комплекса построено точно в установленный государственным контрактом срок. Строительство продолжалось чуть больше 2 лет. Ввод в эксплуатацию нового лабораторного корпуса становится неотъемлемым элементом единой системы Роспотребнадзора. Специалисты лабораторного комплекса – это профессионалы высокого уровня, которые прошли обучение в ведущих научных организациях Роспотребнадзора. Персонал выражает уверенность в том, что создание современных условий работы будет способствовать повышению эффективности и качества выполняемых исследований. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, выражаю искреннюю благодарность вам за неоценимую поддержку
в реализации данного проекта, за современные условия и новые возможности. Спасибо. Вас поздравляю. Всего доброго. Владимир Владимирович, позволите? Да, Юрий Иванович, конечно. Продолжим. он всю профессиональную свою жизнь проработал в Воронежской области, в селе, в районе. Он прошел как раз все 3 уровня, о которых сегодня уже говорилось. Если позволите, несколько слов, Юрий Иванович. Пожалуйста, прошу. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, более 45 лет работая в службе в Воронежской области, я никогда не думал, что буду работать в новой лаборатории с современным оборудованием такого высокого уровня. Спасибо вам за это. В настоящее время кадры подготовлены полностью, штат укомплектован. Мы работаем с медицинским университетом медпрофом, готовим кадры с 1-го курса. Студенты проходят обучение не только в институте, но и на базе нашего учреждения в лабораториях. На сегодняшний день укомплектованность полностью. Учатся в ординатуре еще люди, и принято уже 12 человек этого выпуска. Все задачи, которые поставлены перед нами, будут выполнены. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Еще раз спасибо, Владимир Владимирович. И Александр Викторович Гусев, глава Воронежской области. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Татьяна Алексеевна, Анна Юрьевна, коллеги, здравствуйте. Ну, прежде всего хочу присоединиться к поздравлениям сотрудникам службы санэпиднадзора с их профессиональным праздником. И вот открытие лаборатории высокой биологической безопасности, в стенах которой мы сейчас находимся, наверное, такой хороший подарок к этому празднику. Но это и очень важный объект для всех жителей Воронежской области, для всего Центрального Черноземья, поскольку лаборатория будет работать на таком межрегиональном уровне. Объект масштабный, более 6500 квадратных метров, оснащенный по самому современному уровню. Здесь уже звучало 2/3 всего оборудования, которое в лаборатории есть, российского производства. И мы уверены, что этот объект поможет повысить биологическую безопасность наших регионов, поможет бороться с инфекционными заболеваниями. Но насколько это важно, мы все помним 2020-2021 год, когда весь мир боролся с вирусом ковид. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу лично вас поблагодарить за то колоссальное внимание, которое вы уделяете здравоохранению. Это помогает решать важные задачи, вопросы, которые есть в этой системе, и, безусловно, ей развиваться. По крайней мере, на территории Воронежской области мы видим это масштабное развитие, которое в последние годы происходит. Хочу выразить огромную благодарность Татьяне Алексеевне, Анне Юрьевне за такую профильную поддержку нашего региона и за то, что мы были включены в федеральный проект санитарной защиты страны. Спасибо. Александр Ильич, а как у вас прошел единый день голосования? Значит, все прошло очень хорошо, без проблем, без каких-то нарушений. Результат партии «Единая Россия» высокий, более 75%, и высокая явка, 54%. Это вот за последние выборы мы ретроспективу на 3 этапа сделали вот туда назад, и это самая большая явка. Мы видим, что на самом деле люди консолидировались, люди понимают, что от них многое зависит в решении проблем в регионах, и, конечно, вот эта активность нас радует. Хорошо. Спасибо. Поздравляю. Анна Юрьевна, вернемся. Уважаемый Владимир Владимирович, и теперь Волгоград. Тоже с эпидемиологической точки зрения точка, где складывается значимое количество природных очагов, рисков. И там у нас расположен противочумный институт Волгоградский. Наш флагман, у него есть свои задачи. И если вы позволите, директор института Андрей Владимирович Топорков доложит о том, что получается у них. Пожалуйста. Добрый день, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте в первую очередь от лица коллектива поблагодарить вас за возможность работы в современном лабораторно-экспериментальном корпусе. Конечно, мы признательны и волгоградским строителям, и администрации, которая помогала нам на всех этапах решать оперативно наши проблемы. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, наш новый лабораторный корпус высокотехнологичен, современен, биологически безопасен и позволяет не только двукратно увеличить мощности
по расшифровке случаев, которые вызываются различными возбудителями опасных инфекционных болезней. Эта и прекрасная современная база позволяет нам сегодня готовить специалистов на этих подготовленных и очень удобных и высокотехнологичных рабочих местах и проводить самые современные научные исследования. На сегодняшний день мы можем уже секвенировать вирусные геномы уже на наших отечественных, на российских секвенаторах. И мы прекрасно понимаем, как для нашей Родины чрезвычайно важен наш научно-исследовательский суверенитет. Владимир Владимирович, вот наш институт входит в противочумную систему Роспотребнадзора, и сегодня много раз упоминались различные исторические даты, и я позволю себе сказать о том, что нашей противочумной системе 128 лет, создана она была в 1897 году по указу Николая II, и базовый принцип работы противочумных учреждений – это экстратерриториальность, то есть она подразумевает то, что мы работаем абсолютно со всеми субъектами Российской Федерации, включая и новые. И вот Анна Юрьевна уже говорила, и я повторюсь, что мои ребята с лета 22 года и по сегодняшний день работают в Мелитополе бок о бок с коллегами из местных структур и Роспотребнадзора и здравоохранения и обеспечивают биологическую безопасность населения этого субъекта. Они используют при своей работе не только опыт института, но они приехали на современных оснащенных мобильных лабораториях. Кроме того, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, наш институт, имея общие задачи с другими противочумными учреждениями, имеет и свои особенные ниши. На сегодняшний день мы работаем с экзотическими для нашей страны как бактериями, вирусами, так и даже микроскопическими грибами. Это наша особенность. Наш опыт, наши знания крайне востребованы на международном уровне. Сегодня сотрудники нашего института работают и во Вьетнаме, и в Венесуэле, и в ряде стран Африки. Хотелось бы еще раз, Владимир Владимирович, вас от лица коллектива, от себя лично искренне поблагодарить за ваше доброе отношение, внимание к нашим проблемам, поддержку нашего эпидемиологического сообщества. И от себя пожелать вам самого доброго здоровья и исполнения всех ваших планов. И большое вам спасибо за такую уникальную честь общения. Благодарю вас. Вам спасибо большое за вашу работу. Спасибо большое. И, Владимир Владимирович, Валерий Викторович Бахин, первый заместитель губернатора Волгоградской области, он тоже принимает сегодня объект. Позволите? Конечно, пожалуйста, Валерий Ильич. Большое спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, Анна Юрьевна, уважаемые коллеги, Волгоградская область находится на пересечении транспортно-логистических коридоров север-юг и запад-восток, которые характеризуются большой интенсивностью транспортного и пассажирского потоков. Открытие современной, соответствующей самым высоким мировым стандартам безопасности лаборатории и организация подготовки соответствующих специалистов позволит на более высоком уровне выполнять задачи, связанные с охраной здоровья, комплексной безопасностью не только на территории Волгоградской области, юга России, но и всей нашей страны. Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо вам за поддержку Волгоградской области. И разрешите в день профессионального праздника поздравить трудовые коллективы, а также ветеранов санитарно-эпидемиологической службы России и пожелать успехов в работе, новых достижений и научных открытий. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо большое. Пожалуйста, Анна И Юрьевна. важный очень для нас объект с историей, коллеги сейчас, я надеюсь, об этом скажут, это объект в Симферополе. И в здании уже вновь выстроенного и принятого в эксплуатацию комплекса противочумной станции Наталья Александровна Пеньковская, руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, Сергей Николаевич Тихонов, директор противочумной станции, и Сергей Валерьевич Аксенов, глава Республики Крым. Если позволите, Наталья Александровна начнет.
Пожалуйста, конечно, Наталья Александровна, прошу. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, с 2014 года Крым и Севастополь развиваются очень динамично. И наша главная задача – обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие, максимально снизить риски для здоровья, связанные с наличием 7 активных природных очагов инфекционных болезней, риски завоза особо опасных инфекций. За 11 последних лет мы не допустили вспышек природно-очаговых болезней, регистрации особо опасных инфекций. Это результат выстроенной Роспотребнадзором чувствительной многоуровневой системы мониторинга, которая позволяет нам не только оперативно выявлять биологические патогены, но и дает реальный инструмент реагирования и прогнозирования ситуации, разработки и проведения мероприятий в максимально короткие сроки, а следовательно противостоять любым биологическим угрозам. Так исторически сложилось, что одна из противочумных станций системы санэпидслужбы всегда располагалась в Крыму. И это возможность использовать знания, умения и научный потенциал специалистов в нашей практической работе. Мы вместе работаем в чрезвычайных ситуациях. Неоценима их помощь при проведении оценки готовности госпитальной базы, обучении специалистов практического здравоохранения, проведении лабораторного контроля при массовых мероприятиях. Современный лабораторный комплекс, на территории которого сегодня мы находимся, выстроен за 2 года. Здесь использованы отечественные строительные и отделочные материалы, 50% из которых произведены на территории полуострова. Здание имеет высокотехнологичное инженерное обеспечение, уникальную систему очистки воздуха, систему термического обеззараживания стоков и, что немаловажно, резервные системы жизнеобеспечения. Все это позволяет абсолютно безопасно и автономно проводить лабораторные исследования и выполнять поставленные задачи при любой чрезвычайной ситуации. Лабораторные мощности комплекса, представленные современным российским оборудованием, позволяют нам, как органу контроля, практически в 3 раза увеличить плотность мониторинга, значительно сократить сроки получения лабораторных исследований, значительно расширить перечень биологических патогенов, а следовательно реагировать на любые вызовы и биоугрозы абсолютно на новом, совершенно другом уровне. Здесь использованы просто космические технологии. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, мы гордимся нашей службой, мы гордимся нашей страной. Спасибо вам за эту возможность. Спасибо, Наталья Александровна. Удачи вам. Пожалуйста. И, если можно, директор противочумной станции Сергей Николаевич Тихонов. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, я безмерно рад, что противочумная станция Республики Крым первая из практических учреждений противочумной системы Роспотребнадзора Российской Федерации получила новый комплекс зданий, построенных с применением самых передовых отечественных технологий, что обеспечит выполнение самых высоких требований биобезопасности. Это также позволит на новый уровень поднять количество и качество диагностики особо опасных инфекций с применением новейших методов, включая полногеномное секвенирование, а также улучшит и комфорт, и биобезопасность сотрудников станции. И все это обеспечит эпидемиологическую безопасность как жителей Крыма, так и жителей новых субъектов Российской Федерации. Спасибо вам огромное и всех с праздником. Спасибо. Спасибо вам. Да, Сергей Валерьевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая Анна Юрьевна, уважаемые коллеги, Владимир, ваше поручение в рамках национального проекта «Санитарный щит» выполнено. Здесь совместно с Роспотребнадзором строили здание за федеральные деньги, 2,6 миллиарда рублей. Здание уникальное, научно-исследовательский институт полноценный, вы знаете. Многие объекты, я имею в виду оборудование, которое находится в здании, там никогда такого не видел, и на самом деле даже некоторые не понимают, для чего предназначено. Но здесь есть для этого специалисты. Хочется сказать, что на самом деле, вот благодаря вашему решению 2014 года, вы поддержали
поддержали крымчан. Вы избавили нас от угрозы, на самом деле, того, что в Крыму могла быть создана бак-лаборатория по созданию биологического оружия. На этой базе все решения Украины были приняты. На тот момент в рамках сотрудничества Украина-НАТО были выделены уже финансы на подобные, то есть испытания, проведения здесь, то есть подобных испытаний. Поэтому вот крымчане знают, кому они обязаны безопасностью своей, поэтому вы знаете, что Крым всегда с вами в любой ситуации. Мы до конца всегда вместе, поэтому понимают жители, что большинство абсолютно изменений позитивных, которые происходят благодаря вашему контролю, вашей поддержке. Значит, поэтому хочу сказать вам слова благодарности огромной. Ну и Анне Юрьевне, конечно, мы вместе с Роспотребнадзором и с коллективом Роспотребнадзора нашего поздравить с праздником коллег. Хочу сказать, мы за эти 11,5 лет прошли более 89 ЧС различного уровня. Ну, наверное, в стране мы рекордсмены. Я не считал, правда, с коллегами не соревновались. Это плохая арифметика на самом деле, но тем не менее. То есть, это говорит о том, что мы тренированные во всех ситуациях, мы были вместе, и благодаря вашей прямой поддержке выходили с честью с любых испытаний. Значит, что и дальше будет, поэтому спасибо вам огромное. И коллег всех хочу поздравить еще раз и поблагодарить за большую совместную работу. Значит, мы всегда с вами. Спасибо. Сергей Валерьевич, у меня традиционный вопрос к главам, которые принимают участие в сегодняшнем мероприятии. Как у вас единый день голосования прошел? Значит, у нас на одном всего округе было, в городе Симферополе были выборы, там победил кандидат «Единая Россия» с большим отрывом, поэтому все было предсказуемо. Значит, спасибо огромное, двигаемся вместе, партию полностью поддерживаем, партия поддерживает, то есть те запросы, которые есть от населения. Все задачи, поставленные вами, будут реализованы. Спасибо огромное. Хорошо. Мы недавно с вами разговаривали по телефону. Я надеюсь, что по тому вопросу, о котором мы обсуждали, там движение есть вперед. Если что-то не так, да, позвоните, мы переговорим еще. Ладно? Хорошо. Так точно, Владимир, все двигаем вперед. Так точно. Спасибо. Татьяна Алексеевна Голикова у нас на связи еще. Татьяна Алексеевна, есть что добавить? Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо. Я хочу начать с того, чтобы поздравить Анну Юрьевну и службу санитарно-эпидемиологического благополучия с датой образования, 103-летием, поблагодарить коллег за ту работу, которую они каждодневно, ежечасно, ежеминутно ведут по сохранению нашей безопасности. И буквально несколько слов в развитие того, о чем сказала Анна Юрьевна. Мы, Владимир Владимирович, завершаем, как уже было отмечено, первый этап 2025 годом федерального проекта «Санитарный щит». Мы направили из федерального бюджета на цели создания лабораторной и научной инфраструктуры Роспотребнадзора более 37 миллиардов рублей и продолжим вкладывать инвестиции в обеспечение биологической безопасности страны. Хочу сказать, что то, что мы на сегодняшний день сделали, это не просто биологическая безопасность, это биологический суверенитет, и мы продолжим работу в этом направлении. И, конечно, для нас очень важно, что вот сам санитарный щит, он носит прикладной характер, но он очень тесно связан с двумя программами, которые мы реализуем по вашему поручению. Первая программа – это федеральная научно-технологическая программа генетических технологий. И вторая программа – это обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации. Так вот, благодаря этому взаимодействию, благодаря реализации федерального проекта, мы за последние годы, постковидные, внедрили в практику технологии работы с геномом микроорганизмов. И вот на базе этого мониторинга и геномного в том числе, нам удалось как раз достигнуть тех результатов, о которых говорила Анна Юрьевна, быстро разрабатывать тесты, быстро разрабатывать вакцины, в том числе против таких опасных инфекций, как чума, натуральная оспа, сибирская язва и ряд других. Также я хочу сказать, что в рамках государственной программы обеспечения химической и биологической безопасности создана и развивается единая сеть мониторинга биологических рисков, в которую вошли все уровни власти, это и федеральные, и региональные, и муниципальные, как уже говорила Анна Юрьевна. И мы на сегодняшний день, исполняя закон о биологической безопасности, создали референс-центры, которые на сегодняшний день осуществляют мониторинг за всеми биологическими угрозами, которые обозначены в законе о биологической безопасности. Эти 82 референс-центра охватывают все стороны нашей жизни, и это не только работа лабораторий и референс-центров Роспотребнадзора, но это еще и референс-центры Министерства здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства и Россельхознадзора. И тот объем исследований, которые они выполняют, помогает нам
в режиме реального времени следить за всем тем, что происходит на территории Российской Федерации и за ее пределами, поскольку мы реагируем на ситуацию и взаимодействуем с нашими партнерами. И также, как уже было отмечено Анной Юрьевной, у нас созданы государственные информационные системы в области биологической безопасности. Она запущена в эксплуатацию с 1 апреля 2025 года. Федеральная государственная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического надзора, которая включает в себя раздел ВГА РУС, то есть это система, которая содержит как раз генетическую информацию о микроорганизмах, циркулирующих на территории Российской Федерации и за рубежом, и единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, которая включает в себя подсистему ведения специальных регистров пациентов, страдающих инфекционными заболеваниями. Таким образом, вот эта глобальная система, которая действует на территории Российской Федерации, позволяет нам, как я уже сказала, обеспечить биологический суверенитет и защитить население Российской Федерации от возможных биологических угроз и инфекционных заболеваний, а это очень серьезный вклад и в сохранение здоровья, и обеспечение безопасности наших граждан. Я хочу вас поблагодарить за поддержку этой инициативы и заверить вас в том, что мы будем дальше двигаться в этом направлении. Большое спасибо. Спасибо. В завершение хотел бы вот на что обратить внимание. Коллега из Оренбурга, по-моему, упомянул о среднем возрасте специалистов, которые работают в соответствующей структуре в Оренбурге. В этой связи хотел бы отметить, что из 68 тысяч сотрудников Роспотребнадзора средний возраст – это 48 лет, от 20% до 35 лет. Это говорит о том, что, Анна Юрьевна, вам, ну и всем вашим коллегам в Москве удается привлечь к этой сложной и очень важной работе молодых специалистов, уже зрелых, но достаточно молодых и перспективных. Это очень здорово. Безусловно, нужно и дальше, мы и будем дальше укреплять материально-технические возможности подразделений Роспотребнадзора, активнее внедрять в работу современные цифровые технологии, о чем Анна Юрьевна упоминала уже, улучшать условия труда и уровень подготовки специалистов. И, надеюсь, это будет все привлекать молодых специалистов в работу Роспотребнадзора. А для этого оперативно необходимо реагировать на санитарно-эпидемиологическую обстановку, для того, чтобы страна чувствовала отдачу от вашей работы. Все время так и было на протяжении всей истории. А в последние годы, на протяжении предыдущих лет, новейшая история, я уже упоминал про этот коронавирус. Необходимо свести к минимуму риски распространения опасных инфекций. От этого прямо зависит благополучие, здоровье людей и в целом безопасность нашего государства. Мы сейчас открыли в целом ряде российских регионов, в том числе на Донбассе, новые корпуса, лаборатории, научные центры Роспотребнадзора. И я хочу пожелать всем сотрудникам этих учреждений, да и всей системе Роспотребнадзора успешной работы на благо России и наших граждан. Еще раз поздравляю вас всех с праздником. И вам, конечно, так же, как и всем гражданам, здоровья, благополучия, всего самого доброго. Благодарю вас. Удачи. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович.